Рютте признал, единства по Украине в НАТО нет, а Киев заявил о готовности встретиться с Путиным. Зеленский поставил Европе ультиматум и одновременно побежал звонить Лондону и Осло. Сделка с Ираном, Трамп рассказал, как все будет. Приветствую всех, медиа, шот на связи, политика без фильтров и без воды. У микрофона Александр, лайк, подписка и начинаем. Сегодня в Киеве прошло заседание Совета Украина-НАТО. Зеленский и генсек Альянса Марк Рютте вышли на совместную пресс-конференцию, и то, что там прозвучало, куда важнее любых протокольных формулировок. Начнем с Рютте. Генсек выдал западной аудитории порцию оптимизма. Россия якобы слабеет, экономика трещит, потери колоссальные. Классический нарратив для внутреннего потребления. Союзников надо убеждать, что деньги на Украину потрачены не зря. Действия России выглядят все более отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч солдат в месяц. Мы знаем, что российская экономика испытывает значительные трудности. Мы знаем, что Россия не в состоянии покрыть все расходы, связанные с этой войной. Красивая картина для западных налогоплательщиков. Вот только пока Рютте рисовал портрет слабеющей России, сам Зеленский говорил о совершенно другом – о деньгах. Точнее, об их катастрофической нехватке. Если Россия действительно на грани, зачем Киеву так отчаянно нужно финансирование прямо сейчас? Западное производство противовоздушной обороны не успевает за реальными потребностями фронта. Единственный выход – перекупать контракты других стран за огромные суммы. И если бы мы рассчитывали только на средства партнеров, которые еще не поступили на счет для этого конкретного пакета, или если бы мы рассчитывали на кредит или европейские средства из замороженных активов, которые еще не поступили, то нам пришлось бы сделать все возможное. Тогда нам пришлось бы оплатить этот контракт. В противном случае эти системы и ракеты поступят в 2030 году. 2030 год. Вдумайтесь в эту цифру. И вот вопрос, если Россия действительно в глубоком кризисе, как утверждает Рютте, почему они так отчаянно пытаются затянуть конфликт? Но главный сюрприз случился, когда разговор зашел о членстве в НАТО. Рютте сказал то, что в Альянсе обычно тщательно обходят стороной. Мы видим, что Украина все больше интегрируется в плане стандартов совместимости с НАТО. Что касается членства, то, честно говоря, на данный момент по этому вопросу нет единодушия. Никакой дипломатии. Просто факт. Внутри НАТО нет единства по Украине. И заметьте, никаких сроков, никакого плана. Просто нет и все. Отдельно прозвучала тема американцев. Зеленский признал прямо: Вашингтон сейчас занят Ираном, Украина ушла на второй план. Киев больше не будет пассивно ждать. Зеленский сделал заявление, которое разлетелось по всем мировым агентствам. Украина готова на прямые переговоры с Путиным. На мой взгляд, для Соединенных Штатов Америки Иран – проблема номер один, а уже потом Украина. К сожалению, мы в очереди этих войн. Но, как я уже сказал, для нас приоритетная задача – положить конец войне. И здесь альтернативы нет. Поэтому, честно говоря, мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец этой войне, а не ждать, пока все остальные конфликты в мире будут урегулированы и очередь дойдет до нас. На самом деле это сигнал не Путину, это сигнал Вашингтону и Брюсселю. Киев больше не может ждать и готов действовать самостоятельно. Вопрос только в том, услышат ли. Зеленский выступил с очередным обращением. Тема – противовоздушная оборона и западные партнеры. Тон жесткий. Суть – Европа обязана взять на себя то, что раньше делали Соединенные Штаты. Зеленский прямо заявил, европейские страны должны в кратчайшие сроки разработать собственные технологии борьбы с баллистическими ракетами. Ресурсы есть, производственные мощности есть. Мешает одно – медлительность политиков. Мы максимально подталкиваем Европу к работе над собственной противоракетной обороной. Нужно, чтобы у Европы были свои системы, свои ракеты для защиты. И возможность создать противоракетную систему в Европе есть. Для производства тоже есть все возможности. Нужно, чтобы политические решения принимались как можно быстрее. Красиво звучит. Но за этим давлением на Европу стоит простая реальность. Вашингтон отвлекся. Американцы сейчас поглощены иранским кризисом, и украинский кейс для Белого дома ушел на второй план. Зеленский это признает открыто. Чтобы вернуть интерес Вашингтона, Зеленский использует проверенный прием. Представляет происходящее как угрозу всему западному миру, а не только Украине. Конечно, мы каждый день общаемся с Соединенными Штатами и очень надеемся, что они перейдут от иранского вопроса к европейским проблемам. К тем, которые Россия начала против Европы. Россия ведет против всего демократического мира, по сути, и каждый должен внести свой вклад.
Аргумент понятный. Насколько он работает на Трампа – отдельный вопрос. Параллельно Зеленский использовал прошедший саммит Украина-НАТО как политический жест. Присутствие иностранных дипломатов в Киеве он подал как вызов Москве, мол, никакого запугивания не вышло. Но реальные действия оказались показательнее слов. Зеленский в экстренном режиме созвонился с премьером Британии Киром Стармером и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Цель – убедить европейцев создать отдельный коалиционный формат без оглядки на Вашингтон. Британия, Франция, Германия плюс северные страны – вот на кого сейчас делает ставку Киев. Я говорил с Киром сегодня, с премьер-министром Великобритании. Мы готовимся к переговорам, готовимся к встрече. Это касается и оружия, и нашей обороны, и нашей дипломатии. Совместная дипломатия с Европой, чтобы приблизить окончание войны. По сути, это план «Б». Если Трамп занят, Европа должна закрыть брешь. Вопрос только в том, готова ли она взять на себя такую ответственность, или снова все закончится красивыми заявлениями на пресс-конференциях. Трамп встретился с журналистами. Главная тема – Ближний Восток и новая сделка с Ираном. Президент говорил уверенно. И было отчего. Начнем с контекста. Перемирие в регионе – понятие условное. Трамп это признал без лишних слов. Это другая часть мира. Знаете, я бы сказал, что в этой части мира режим прекращения огня – это когда вы стреляете, но не так интенсивно. Цинично, но честно. На этом фоне Соединенные Штаты продолжают давить на Тегеран с одной четкой целью. Ядерное оружие у Ирана должно быть исключено навсегда. Но нам придется сделать небольшой крюк и заехать в место под названием Исламская Республика Иран. Мы должны помешать им создать ядерное оружие. Именно это мы и сделали. И они с этим согласились. Но вот что интересно, Трамп отдельно выделил инструмент, который сработал эффективнее авиаударов – морская блокада. По его словам, самая мощная вещь из всего арсенала давления. И вот вопрос, если блокада эффективнее бомб, почему этот инструмент не применяли раньше? Попутно Трамп прошелся по наследию Обамы, жестко и без реверансов. Прежнее соглашение с Ираном он назвал прямым путем к ядерному оружию. Новая сделка, по его словам, будет принципиально другой. Но есть шанс, что все вернется на круги своя. Но вернется оно или нет, я думаю, что мы заключили очень выгодную сделку. Полная противоположность сделке Обамы. Сделка Обамы была позором. Она дала им ядерное оружие. Мы делаем прямо противоположное. По нашей сделке у них никогда не будет ядерного оружия. Есть и другие важные моменты, но нет ничего важнее, чем лишить Иран возможности создать ядерное оружие. Сильные слова, но детали сделки пока закрыты. Что именно получит Иран взамен, Трамп не уточнил. Зато уточнил другое. Сразу после подписания меморандума откроется Ормузский пролив, важнейшая транспортная артерия мировой торговли. Трамп обещает это сделать без промедлений. Но есть и другие важные моменты. Например, сразу после подписания меморандума о взаимопонимании откроется пролив. И откроется он быстро. Американские военные уже работают в акватории пролива, специальные подводные тральщики очищают фарватер от морских мин. Технически все готово, ждут только подписи. На самом деле ставки здесь огромные. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти. Его открытие немедленно ударит по ценам на энергоносители. И это почувствует весь мир, включая тех, кто следит за происходящим совсем из другой точки планеты. Итак, что мы имеем к этому часу? НАТО честно сказала Украине: единства нет, сроков нет, гарантий нет. Зеленский в ответ заговорил о переговорах с Путиным и экстренно обзванивает европейских лидеров. Американцы смотрят в сторону Ирана и, судя по всему, не торопятся разворачиваться обратно. Трамп тем временем заявляет: блокада сработала, сделка на подходе, пролив готовится к открытию. Пишите в комментариях, что вы думаете. Интересно узнать вашу точку зрения. Лайк, если было полезно. Подписка, если еще не с нами. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.